Всем привет, с вами Ресим и добро пожаловать на канал о симуляторах. И сегодня для вас обзор на Death in Texas, симулятор смерти, но не той, что в балахоне с косой. Хотя за людишками приходить, если это можно так назвать, вы будете. Что ж, желаю всем приятного просмотра, итак, начнем жатву. Как я уже сказал ранее, вы не будете смертью в балахоне с косой и убивать людей направо и налево, все будет немного приземленнее. Вас призвал Рок, хранитель мира и порядка, а также глава Небесной канцелярии. А вы – это очередное исчадие, призванное им на работу. Вместо имени у вас будет всего лишь номер, который присвоят после призыва. Ваш босс объяснит, для чего вас призвали и какие у вас обязанности в Небесной канцелярии, а также на каком веренном участке вы будете работать. Наверное, вы не ожидали, что смерть будет лишь одним из офисных клерков среди миллиардов таких же. Но что есть, то есть. Для вас начнется недельный испытательный срок, в ходе которого посмотрят, как вы относитесь к обязанностям и выполняете предписанные инструкции. Вам выдадут несколько бланков с анкетами людей и инструкции на этот день. А именно, сколько человек и с какими особенностями должны умереть. Так что кто умрет, а кто будет жить, решайте вы. Каждая биография человека, хоть и кратко, но достаточно описывает жертву, ее возраст, род деятельности, жизнь и стремления. И ваше решение будет иметь последствия, о них вы узнаете из новостной ленты своего мобильника на следующий день. Да-да, даже смерть пользуется соцсетью. Вы, конечно, можете поступить по-своему, не выполняя требований инструкций. Например, пощадите или убьете всех в списке. Но тогда вас оштрафуют и сделают предупреждение. Облажаетесь еще пару раз и вас уволят, точнее вы отправитесь в небытие. Как ни странно это бы ни звучало, но смерть умрет. И да, за выполнение работы смерти вы получите зарплату в виде монет, кричащих потусторонним голосом монет. Постепенно деньги начинают раздражать, поэтому лучше убрать их в ящик стола. А на заработанные потом и кровью деньги сможете купить такие же странные, как и монеты, предметы гардероба и интерьера. С последними, кстати, можно взаимодействовать. Некоторые из них помогут не разрушить мир. А спиннер, например, великолепное изобретение, помогает в умственной работе. А продавать весь этот необычный товар будет столь же необычный, но очень интересный персонаж – скелет пирата Мортимера. Он обожает шутить и рассказывать забавные истории о том, как ему достался предмет, который вы решите купить. На мой взгляд, Мортимер – самый веселый персонаж потустороннего мира. Как только вы пройдете аттестацию Рока, приметесь решать судьбы людей с более сложными требованиями руководства и выполнять нелогичные поручения, хотя можете и не выполнять, руководствуясь своей логикой. В такие моменты будет подниматься вопрос о свободе выбора, есть ли он этот выбор. Каждое воскресенье вы сможете посетить местный бар, где побеседуете с забавной барменшей, пройдя ее не менее забавный тест. Можете даже заказать себе что-нибудь выпить из причудливых коктейлей. В баре вы также встретите интересных посетителей, таких как призрак-уборщик, смерть из отдела по работе с растениями, главу архива и других занятных личностей. Озвучка, к слову, хоть и на английском языке, но выполнена достойно. По ноткам в голосе сразу понятно, кто перед вами. К слову, в канцелярии есть смерти для всех живых существ, не только для людей. В этом вы убедитесь, когда будете помогать другому отделу в решении их проблем. Итак, день за днем, как настоящий офисный работник, вы будете трудиться для сохранения мирового равновесия. А когда придет время заключительной аттестации, будут возможны несколько вариантов концовок игры. И напоследок, хоть игра и не обладает разнообразием действий, все завязано на работе в офисе, но в то же время затягивает процессом. Читаешь анкеты людей, и они не выглядят выдуманными, а словно списаны с кого-то. А в новостной ленте очень много отсылок к реальности, а также юмор, черный тоже присутствует, музыка, визуальный стиль, интересные личности и диалоги, которые могут привести вас к мысли о тщетности бытия. Все очень классно проработано. А несколько концовок и рандомность анкет дают возможность пройти игру еще раз. И на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и дизлайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем удачи, увидимся в следующей серии. А пока, всем пока.